Парады, празднования, награждения – все это знаменует конец войны. Но правда ли на этом все заканчивается? Конечно, нет. Когда выстрелы стихают, начинается сложный период поиска компромиссов, чтобы вернуться к обычной жизни. Надо решить, кто и как будет наказан за преступления во время конфликта. Как восстановить верховенство права? Как примирить общество? Хоть мир и пережил тысячи войн, универсального ответа на эти вопросы до сих пор нет. Но существуют некоторые механизмы и инструменты, которые можно адаптировать к конкретным условиям. Переходное правосудие – это как судебные, так и внесудебные процессы, с помощью которых общество пытается преодолеть последствия масштабных нарушений прав человека. У переходного правосудия есть две главных цели. Первая – наказать виновных и защитить жертв. Вторая – способствовать установлению мира, примирению сторон и утверждению верховенства права. То есть переходное правосудие не только решает проблемы прошлого, но и способствует тому, чтобы подобного не повторилось. Оно помогает обществу вернуться к нормальной жизни после завершения войны. Переходное правосудие включает в себя 4 основных элемента: уголовное преследование преступников, комиссии по установлению истины, компенсацию потерпевшим и институциональные реформы. Также нужно учитывать, что опыт женщин и мужчин во время конфликтов отличаются. Поэтому здесь не обойтись без гендерного правосудия. Очень важно, чтобы в процессах переходного правосудия участвовали как непосредственные жертвы конфликта, так и общество в целом. Во время переходного правосудия возникает и вопрос амнистии. Кто и на каких условиях может освобождать от уголовной ответственности? Надо ли это делать? Поможет ли это восстановлению мира? Как это воспримут близкие жертв конфликта? Эти вопросы болезненно воспринимаются в любом постконфликтном обществе. По сути, стороны ради установления мира отказываются притягивать те или иные группы людей к уголовной ответственности за совершение некоторых деяний во время войны. Но чтобы правда способствовать миру, это нельзя делать вслепую. Вот несколько принципов политики ООН касаемо амнистии. Государства должны гарантировать, что виновных в совершении военных преступлений или преступлений против человечности притянут к ответственности. Жертвам преступлений необходимо обеспечить их право на правовую защиту и компенсацию. И, наконец, амнистия не должна мешать обществу узнать правду о преступлениях, совершенных во время войны. Переходное правосудие применяли в Косово, Хорватии, Боснии, Афганистане, некоторых африканских странах. В 2016 году в Колумбии парламент принял закон об амнистии боевиков ФАРК. В свою очередь, боевики сложили оружие и согласились возместить ущерб мирному населению. Этот закон положил начало реинтеграции членов ФАРК в общество и способствовал мирному процессу в целом. Но амнистия не распространялась на виновных в массовых расправах, изнасилованиях и похищениях. Хоть в международном праве и нет прямого запрета, общая амнистия за так называемые международные преступления считается недопустимой. Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что применение общей или, другими словами, широкой или слепой амнистии противоречит обязанностям государств преследовать и наказывать серьезные нарушения прав человека. Кроме того, применение общей или слепой амнистии нарушает права жертв на правовую защиту. А это не только компенсация, но и расследование преступлений и наказание виновных. Второй протокол к Женевским конвенциям, принятый в 1977 году, призывает применять амнистию к участникам конфликта уже после прекращения боевых действий. Амнистия может касаться отдельных лиц или группы лиц, либо же распространяться на определенный перечень преступлений. Важно помнить, что амнистия – это не самоцель, а всего лишь часть переходного правосудия, которая должна способствовать примирению общества после случившегося. Применение амнистии почти всегда связано с выполнением некоторых условий. Например, это может быть чистосердечное признание в совершенных преступлениях,
сдача оружия и прекращение противоправных действий, а иногда и возмещение причиненного вреда. В мировой практике есть много вариантов амнистии, от полного освобождения от наказания без любых условий до законов с ограничениями, которые идут как дополнение к другим механизмам. Например, в Хорватии общий закон об амнистии 1996 года предоставляет амнистию всем, кто участвовал в конфликте, за исключением военных преступников. В Македонии амнистия тоже не распространялась на военные преступления. Женевский призыв напоминает, что амнистии должны соответствовать международному праву, а государства обязаны расследовать совершенные преступления и гарантировать права жертв на защиту и возмещение ущерба. Проведение широких консультаций является ключевым для принятия обществом легитимности применения амнистий. Это поможет гарантировать, что виновные понесут наказание, а также обеспечить уважение к достоинству жертв и восстановлению мира. В то же время нужно помнить, что за мир нельзя платить безнаказанностью лиц, ответственных за совершение военных преступлений. Такой подход не помогает восстановлению верховенства права и не способствует примирению общества.